Друзья, привет! Совсем скоро Пасха, и знаю, многие из вас, да, наверное, все ищут свой идеальный рецепт этого блюда. Сегодня предлагаю приготовить бездрожжевую паску с ягодной глазурью без белка. Уверена, заинтриговала и заинтересовала вас. Что, давайте скорее начинать. Для приготовления творожной паски нам понадобится 200 граммов творога, жирность 9%, 100 граммов размягченного сливочного масла, 100 граммов сахара, 100 граммов яйца, 150 граммов муки, 8 граммов разрыхлителя и 70 граммов вяленой вишни. Вишню можно заменить на изюм, курагу или клюкву. Взбиваем размягченное сливочное масло. Масло я использую с жирностью 82 и выше процента. Так, хорошенько взбиваем. Масло взбили, оно посветлело. Теперь сюда отправляем сахар. Взбивать сильно не нужно, просто перемешать. Этот замес можно сделать, как я сейчас, вручную, а можно воспользоваться комбайном или миксером. Так, перемешали. Теперь сюда отправляем яйца, обязательно комнатной температуры. Если вы только что достали их из холодильника, то их нужно чуть-чуть прогреть в микроволновке, буквально 10-20 секунд. Перемешиваем. Берем творог, жирность 9% и перетираем его через мелкое сито. Добавляем подготовленный творог. Перемешиваем. Венчик убираем, нам он больше не понадобится. Муку перемешиваем с разрыхлителем. Отправляем к основной массе. И перемешиваем лопаткой. Вся мука должна увлажниться. Готово. Вяленую вишню разрезаю напополам. Она у меня довольно-таки крупная, поэтому порежу на половинки. Если вы используете изюм или клюкву, разрезать не нужно. Остается только добавить вяленую вишню, и наше тесто готово. Перемешиваем. Перекладываю тесто в формы. Я использую вот такие бумажные, диаметр 7 см, высота 10-11. Закладываю тесто в форму. Отправляем тесто в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Наши пасочки готовы, они простояли в духовке 40 минут. Готовность я проверяла деревянной шпажкой. Для приготовления ягодной глазури нам понадобится 60 мл ягодного пюре без косточки, я использую черную смородину, 120 граммов сахара, 5 граммов желатина и 25 мл воды для того, чтобы замочить желатин. Замачиваем желатин водой комнатной температуры. Желатин сила 200 Блум. Перемешиваем. И отставляем на 10-15 минут для того, чтобы желатин набух. В сотейник отправляем ягодное пюре без косточки. У меня пюре смородины. Оно очень яркое по вкусу и красивое по цвету. Можно использовать и малину, и чернику, тоже красиво смотрится. Сюда же отправляем сахар. Сахар старайтесь выбирать гранулки, чтобы были как можно мельче. Так, перемешиваем и ставим на плиту на самую низкую
температуру. Прогреваем пюре с сахаром. Сахар должен полностью растаять. Сахар растворился, как раз к этому времени пюре закипело. Снимаю с плиты. Отправляем в пюре с сахаром замоченный набухший желатин. Перемешиваем. Взбиваем массу на высоких оборотах до полного остывания. Наша глазурь готова. Ароматная, красивая, вкусная. Наши пасочки остыли. Снимаю бумагу и заглазирую пасочки. Смотрите, какая красота получилась. Покрываем паски тонким слоем глазури. Не покрывайте слишком толстым слоем глазури, иначе он может просто не высохнуть. Глазурь это изначально такая довольно-таки мягенькая, напоминает маршмеллоу, и стабилизируется, подсохнет, возьмется такой корочкой, она часов через 8-10, то есть лучше сделать глазировку с вечера или утром сделать, а вечером уже пасочки будут у вас готовы к тому, чтобы вы их разрезали. Для декора я использую вяленую вишню и сушеные бутоны роз. Это съедобная роза, не переживайте. Вуаля, все готово. Наша пасочка простояла ночь при комнатной температуре. На поверхности образовалась пленка, такая, то есть сверху она плотненькая, а внутри она более живая. Так, можно разрезать. Очень напоминает маршмеллоу. Вот такой срез у паски. Если у вас нет времени, чтобы ждать, пока стабилизируется ягодная глазурь, то вы можете приготовить обычную классическую белковую. Рецепт я даю под этим видео. Такая пасочка на белковой глазури. Она стабилизируется буквально 15-20 минут, но не все ее любят, потому что она немного может вот сыпаться, но стабилизируется очень быстро. Друзья, правда, это красиво, быстро, легко и очень вкусно. Праздничная, нежная, ароматная. Вы обязательно должны приготовить эту паску, даже уговаривать вас не стану, знаю, что вы это сделаете. А больше рецептов вы, как всегда, найдете здесь, на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Друзья, уверена, сегодняшнее видео было для вас интересным. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не упустить ни один вкусный рецепт, хотела сказать, чтобы не упустить ни один вкусный рецепт. С наступающим праздником! Пока!